Ребята, всем привет! Вы на канале Влог Катя Важенина. И сегодня я вам хочу поделиться секретным местом, кто живет в районе аэропорта, на фиолетовой ветке метро. У вас тут поблизости, возможно, вы не знаете, есть отличнейший парк. Точка геолокации будет под видео в описании. Для себя его открыла случайно, когда бродила по району. Ребята, это пусть и небольшой, но очень уютный парк. Особенно для тех, кто давно хотел начать бегать, но никак не собирался с мыслями туда-сё, лень, завтра, послезавтра. В общем, это отличное место, так как тут вечером, сейчас мы пришли в районе обеда, еще жарко, тут очень мало народу. Я специально так, потому что, неудобно снимать, когда очень много народу, а вечерами здесь, ребята, очень много народу и все на спорте. То есть это такой прям вот специальный парк для бега. Здесь на территории установлены станки для растяжек. В общем, такое я вижу впервые ни в одном парке. Я такого, между прочим, не видела, чтобы были как в беседках, под беседками сделаны вот эти вот, как они называются, турникеты, не турникеты для растяжек. В общем, давайте сейчас зайдем, погуляем, посмотрим. Для инстаграмщиц девочек, для креаторов это тоже отличное место, кто хочет себе красивые видео. Тут вот эти мостики, много цветов, озер. Кстати, вараны, они не только здесь в Олимпийном парке, в этом парке они тоже есть, их много, и черепахи водные. Все, я переворачиваю камеру, и мы идем в парк. Я вам показываю, а с вас хочу комментарий. Напишите мне, как вам парк. Одна ли я его считаю таким красивым и особенным? Какие парки в вашей стране, в вашем городе? Если что-то подобное. И пальчик вверху, или дизлайк, если я вам не очень понравилась. Еще, ребята, в описании канала, в комментариях будет номер карты, прикреплен Т-банка, для тех, кто хочет оказать непосильную помощь. Сейчас у меня идет спор на аренду квартиры. Ничем не примечательный с виду, и территория тут достаточно маленькая. Но вот это уже умиротворение. Кстати, вот видите там собачку, две. Это вот опять товарищи продавцы, потому что тут запрещено собакам. И вот на входе я сейчас сразу вам покажу. Через все это не будем проходить по кругу, оно идет по всей территории. Видите, вот эти вот дорожечки прорезиненные. Вот она идет, они двухъярусные, вот получаются, прям по забору и по центру. Я предлагаю пойти. Давайте пойдемте по центру, чтобы посмотреть вот этот восхитительный мост, ребят. Этот мост меня просто покорил в первый раз, когда я сюда случайно забрела. Также мы обращаем внимание, на территории парка есть контейнеры мусорные. Сейчас я вам сразу покажу. Давайте, пока меня отошли. Рядышком тут вот видите, я говорила вам про вот эти вот беседочки. Видите, лавочки здесь с двух сторон разъединены цветочком. Хотите, смотрите на людей, которые бегают, тренируются, занимаются. Их, ребята, тут несметное множество, тут огромное количество. А вот она, хозяйка приехала, бегут к ней. Они в ошейниках, я просто не понимаю, зачем они сюда их привозят, когда тут запрещено. Вот, и вот они, вот эти станки. Я в скольких парков мира, стран разных была, но такого не видела, чтобы были оборудованы именно для растяжки. Хотя там дальше будет целая тоже для растяжек зона выделена. Беседочки есть вот такие, видите, каменные. И вот эти замечательные озера. Они, наверное, искусственные, да, вот эти водоемы. Но там вот чуть дальше, если нам посчастливится сейчас днем увидеть варанов, то увидим и черепах. А чуть дальше их там вообще несметное множество. Потому что
потому что почему, не знаю почему, короче, много их. И когда уже солнце на закате, когда тут весь народ уже на спорте, ребята, тут я никогда в одном парке такое количество спортсменов не видела. Вон, кстати, дальше, видите, тоже вон лавочки красивые, вон, видите, красненькие сделаны, высокие. Вот, и заходим на этот замечательный мост, да, за счет того, что от влажности побелка начинает плеснеть после каждого сезона дождей. Это все климатическими условиями объясняется, да, из-за влажности высокой, плюс сезон дождей, а не потому, что там кто-то не ухаживает. Но именно в таком виде, да, мы как будто бы в каком-нибудь там Екатерининском, в Версале или где там, короче, в Царский мост как будто бы какой-то, да, за счет вот этой старины. Ой, красиво. Сейчас вот с моста вам покажу. Видите, вот эти вот беседочки повсюду. Вот они, видите, идут на протяженности. И с той стороны, кстати, тоже. Но беговые дорожки, они под кронами, обильными кронами деревьев. За счет этого, конечно, вы это можете днем побегать. Местные бегают, но сейчас мы с вами практически никого не наблюдаем здесь. Жарко, ребята. Ну и плюс, конечно, народ, наверное, на работе. А там вот привозят цветы на высадку. Там очень много новых цветов. Вот здесь очень много варанов. Потом, смотрите, вам хочу показать. Сейчас увидим, не увидим варанов. Не знаю, они обычно вот на вот этих дощечках лежат. Огромные такие туши. Ну, не, конечно, прячутся от солнца. Прячутся. Они обычно вот на вот этих бамбуковых досках. Потом здесь просто огромнейшая площадка уличная с разными тренажерами. Причем дальше, это, по-моему, детская, а дальше будет взрослая. Или наоборот, здесь взрослая, дальше будет детская. Короче, их две. Ну, уличные площадки сейчас никого не удивишь, но это огромная для парка. Причем для детей, повторюсь, и для взрослых они разные. Потом, вот смотрите, есть вот такое открытое, вон там велотренажеры даже стоят. Да. И вот такой вот уличный, смотрите, спортзал. Прикольно, это, наверное, бокс, да? Более посерьезнее ребята тренируются в этом зале. Но это, я так полагаю, импровизированная груша. Там, вот она. И здесь он тоже, видите, станки такие. Посерьезнее ребята тренируются. Давайте вернемся. Вот эти деревья, да, кайф какой. Да, вон она получается. А нет, вот на той стороне будет детская. Через озеро. Там, вон, видите, все соединяется мостами. Мостики, огромное количество вот этих высаженных цветов. И вот здесь где-то, я понимаю, у них такой закуток. Да, вот он, видите, закуток, куда они привозят на высадку цветы, будут высаживать. Вот тоже, видите, они пока здесь их оставляют для высадки, высаживать будут. Вот тоже кустовые розы. В общем, пока расчищают территорию, видите, старые там спиливают и будут. Вон пальмы привезли. И там дальше, вон, видите, пальмы. Очень большое количество привезли цветов для высадки. Ой, смотрите, вот эти вот мосты, ребята, какие вот классные фотографии получатся или видосики. Ну да, вот это такой технический уголок. Смотрите, какие здесь классные видосики получатся для Инстаграма в этом парке. Ну и в принципе, само удовольствие бегать в таком парке
огромнейшее удовольствие. Ну и еще заряжает момент такой, что от единомышленников. То есть очень много людей здесь, ребята. Вы не представляете, насколько много людей вечером. И там у них какие-то игры с той стороны оборудованы. Вверх надо мячи докидывать. Вот, видите? Высаживать привезли. Тут старый, наверное, на замену оборудование. Ну, это все уберется. Это в процессе работы. Все. Варанов, к сожалению, сейчас мы с вами не увидели, но советую поверить мне на слово. Ну, или приехать часам к 4-5. Ну, и лично убедиться, что их несметное множество здесь. Вот опять мы вступаем на вот этот мостик красивый. Ой, кайф, да, вообще. Да, вот она. А, нет. Ну, в общем, здесь тоже огромно. Вот, видите, тоже по вот этой линии уличные тренажеры. А вот дальше будут деревянные станки, я вам покажу. Вот такие вот круглые беседочки есть. Эти дорожечки разветвляются. Там дальше качельки. Дальше там получается... вот еще что прикольно, смотрите. На протяжении вдоль всего парка такие вот кранчики. Попить, умыться. Ой. Смочим лицо. Все в таких тропических растениях. Ну и на каждом растении есть QR-коды, куда вы можете навести и прочитать. Ой, видите, как красиво, да, со стороны. Вот вы посмотрите, просто блеск. Вон взрослые дяди с тетей катаются на качельках. Маленькая тут детская площадочка мы видим. Для детей оборудована. Дальше там деревянные беседочки. Ну вот мы видим и деревянные беседочки. Видите, какие красивые. Тут типа до 12 лет. Видите? А эти зашли своими попами. Видите, как здесь прорезинено, красиво. Здесь вот типа площадь этого парка, я так понимаю. И вот эти тоже вам хотела показать тренажеры для растяжки. Здесь по уровню сложности, видите? Hello. По уровню сложности. Дальше вон турники тоже есть. Вот это я не понимаю, для чего. Вот как это, что это, не знаю. Такая вот стелочка. Дядечка с вами поздоровался. На спорт, наверное, пришел. Вот они, видите? Сколько их много, и люди реально занимают. На том берегу, вон она детская, получается. Там детские. Занимаются. Повсюду, везде лавочки, различные обустройства для того, чтобы сидеть. Если вдруг... Вон там вот в тенечечке тоже. Вон она, черепаха, плюхается. Ну им сейчас вон они, видите, вон они. Ну они сейчас на глубине там где-то прячутся. В общем, им жарко. А вообще очень много здесь. Очень прикольно. Вот так вот, если одному побыть, помедитировать, днем здесь вообще никого нету. Вон хотя бы кто-то уже, видите, там на беговой. Посидеть, книжечку почитать. Ну, в общем, каждый для своей цели. Ой, красота какая. Просто. Я в восторге от этого парка. Он такой компактный, маленький. Вот тоже, видите, виды пальма. Наводите QR и читаете. Ну, наверняка тут на тайском. На английском сомневаюсь, что есть.
Ну вот, ребят, такой я парк откопала на районе, у себя на районе. И вообще в восторге. Ну, я сюда еще пока с основной миссией не пришла, к сожалению. Пока еще только так вот на, ну, типа погулять. Еще не решилась прийти бегать. Пока маленечко не до этого. Пока маленечко не до этого. Так, и еще что хочу с вами я поговорить, народ мой, на такую тему. Последнее мое, предпоследнее видео. Очень много комментариев, что люди не понимают, что происходит. Но я думаю, там основная мысль-то понятна, что родная сестра кинула на деньги под влиянием второй сестры. Короче, пиздец, да, у меня сестры. Да, ребята, вот бывают такие семьи, где и врагов не надо внешних, когда внутри семьи люди хуже, чем враги. Да не хуже, не то что даже, а на самом деле хуже, потому что там такие истории творятся. Вот это к чему, вот видите, вот к чему приводит человеческая зависть. Человек не может завидовать даже хорошим делам других людей. Вот как-то человек способен делать хорошие дела. Надо поднагадить, надо его, чтобы, знаете, вот озлобить туда-сюда, поставить там, ну, в силу своей возможности как-то насолить, чтобы человеку было в той или иной степени некомфортно, испытывал трудности. Это вот про мою среднюю сестру Юлю, с которой я много лет не общалась. У нас всегда были сложные отношения в детстве, еще как-то там что-то это, до того момента, как я начала взрослеть, и она с детства была такая. Сейчас она там рассказывает, настраивает моего племянника Артема, который каким-то макаром оказался у нее под опекой. Там это, ну, это длинная очень история, хотя она ему даже шоколадки, причем не то, что шоколадку даже подарили, а несколько лет назад они его в подъезд на Новый год выгнали, пацана, за то, что он шоколадку съел. Этого сыночка ее родного. И прикиньте, вот, ладно, не будем углубляться, но вот вкратце как бы я вам рассказала, вот, что младшая сестра муж, который был на... и без вести пропал, когда лично я переписывалась с ее, которые там заключали с ним контракты, ее посылали на 3 буквы, и меня, кстати, тоже посылали на 3 буквы, то есть настолько себя вольготно ведут, что они бесстрашные, никого не боятся, вы понимаете, это, ну, пришлось искать через волонтеров. И момент такой был, что вот когда мама умерла, вот эта вот самая Юля отключила телефон на 3 дня, послала нахер, сказала, денег не, храните сами. А потом через 3 дня, когда деньги на похороны были собраны, она объявилась страдалица. Это хорошо же так страдать, да, ребят, согласитесь? Хорошо страдать, когда не надо вкладываться. У меня тоже умерла мама, и у Ларисы умерла мама. Мы тоже страдаем, но при этом мы хороним, мы ищем деньги. Я в данном случае все, что накопления у меня были в тот раз, ну, в тот момент у меня их, да, было немного, но тем не менее, даже по скромненькому бы их хватило бы похоронить. Но похоронили хорошо, благодаря моему двоюродному брату Александру Важенину, низкий ему поклон за это. Вот. Лариса организаторской деятельностью занималась и там доплачивала, ну, по факту уже там туда-сюда надо было доплачивать. А вот эта красавица вот нарисовалась, понимаете, и вот теперь у младшей сестры, у которой я нашла через волонтеров тело погибшего, ну, ее сожителя, он неофициально ее муж, но отец ее младшего ребенка, больного ребенка, ребеночек, к сожалению, больной, девочка хорошая, добрая, жалко, что у нее такая мать, к сожалению. И вот проблема, кстати, больных детей, это чаще всего, когда родители подлые по отношению к другим совершают подлость, вот всегда страдают дети. Будущие, нерожденные и тому подобное, в общем, поколение дальнейшее. Вот так вот на секунду вам и расскажу об этом. Вот. И, значит, когда мама-то умерла, с Валей была договоренность, что когда у нее появится возможность финансовая, когда к ней придут деньги, она была без денег долгое время, ну, как бы, понятно, чтобы она мне часть отдала, ну, той суммы, которую я, потому что, ну,
Вы сами видите, как я живу. Вот эта вот средняя Юля завидует дикой завистью, как я живу. Видите ли? Как она там написала мне в комментариях. С родственниками отношения налаживаю, иди на работу. Видите, советчица-то какая. Сама-то что-то не работает. Не зарабатывает. Я работаю, у меня есть работа. Но я строю свою жизнь, и это не просто как бы прийти к мечте, да, если у человека есть мечта, и он не боится к ней идти, да, есть какие-то сложности, есть трудности. Но извините, то, что Валентина обещала мне заплатить за то, что я нашла дело, как раз аккурат та сумма, которая бы мне нужна была для переезда. И на тот момент эта сумма у меня, которую она обещала, это была помимо того, я не находилась в России, мне не надо было улетать из России, мне не надо было арендовать, искать деньги на аренду жилья. У меня во Вьетнаме была оплачена, да, это то есть большая, достаточно крупная сумма, первый и последний месяц, чтобы на долгий срок снять, это надо, ну, двойную сумму отдать за аренду. Извините, у меня все это было. И на тот момент к этому уже фундаменту она мне обещала оплатить, на что она добросовестно кинула. У пацана, слава богу, есть могила. И без ложной скромности, благодаря мне, иначе бы его похоронили, он уже был потеряшкой, я делала опознание, извините, я видела там останки, то, что от него осталось, и с военного морга, кто на меня вышел и при ком я делала опознание, мне организовал делать опознание по видеосвязи, так и сказала о том, что они бы его, просто с табличкой, хотя тоже такая странная история, у пацана все документы при себе, все при себе, известно откуда он, где подписывал контракт. Я думаю, это несложно выяснить. И почему местные, с кем он подписывал контракт, не оповещали матери ребенка и того, кого он указал при подписании контракта, чтобы связывались, да, то есть человек имел семью, пускай неофициальную, плюс как бы у него еще были там родственники, там сестры двоюродные, троюродные, которые тоже там была указана в случае чего, чтобы забирать тело. Но благополучно, не знаю по каким причинам, никто никого не оповестил, и пацан числился потеряшкой и сгнил до костей, понимаете. Похоронили уже то, что осталось в закрытом гробу. Но, слава богу, так как того заслуживает при этих обстоятельствах и требующие законом. Похоронили, а Валя решила кинуть меня, понимаете. У ее дочки, благодаря мне, есть могила. Она мне обещала помочь. Как бы это не то, что было прям договор там письменно подписанный. Нет, конечно, она, Катя, ты что, естественно, я тебе все дам. Но более того, она мне даже половину суммы вот этой маленькой за маминой похороны не отдала. Кто-то там сарказничает, что, ничего не понятно, туда-сюда, извините. Договоренности мои финансовые, проделанная моя работа для нее, они были оговорены, что там понятно было, будут у нее деньги, не будут деньги, в случае там, не будут, ладно, зато у пацана могила, будут, отлично, помоги мне с ним. Как бы была определенная договоренность, я проделала определенную, извините, блядь, не маленькую работу. Многие и мечтать об этом не могут, чтобы сейчас у их детей или у мужей, или отца их детей были могилы. Очень многие канули в лету, извините, а у пацана есть могила. И ее организовала я, то есть ее помогла, нашла я. Вот. Как вы считаете, справедливо меня кинули на деньги? Или нет? И при этом, понимаете, еще и издеваются. Они наслаждаются в то, что вот... Понимаете, насколько они меня ненавидят и завидуют, что они наслаждаются, что у меня сейчас финансовые трудности, они от этого удовольствие получают. Но я не думаю, что эта Валя, она не такая подлая-то на самом деле. Но почему она сейчас под влиянием этой Юли, средней-то сестры, которую аккурат, ребят, нарисовалась именно в тот момент, когда были его похороны. Когда старшая сестра Лариса начала помогать Вале, Валя была в очень пиздецовом состоянии. У нее дочку забрали в детский дом. Она была вся в долгах. У нее были аресты по картам. Ее вот эту пенсию по инвалидности высчитывали. Лариса наняла адвокатов. Лариса дешевенько, но жилье ей оплатила, нашла, перевезла ее в Северск. Она оплачивала адвокатам. Юля там не была. Юля ни копейки не помогла ни на адвоката, ни на квартиру. Лариса все это ходила. Да, Лариса не простой человек, она очень такой жесткий человек. Но она все сделала. Вы извините, вы отдайте вас хотя бы, и еще такой момент, за адвокатов ей.
Они ей за адвокатов не отдали, а Юля тут нарисовалась, когда были уже похороны Вани, и это уже было понятно, что ей полагаются выплаты, понимаете? И тут Юля вдруг организовалась, нарисовалась, ударила Ларису, избила после похорон, прям в день похорон, забрала у нее документы адвокатов, которые она готовила ее дочке Валиной на пенсию, чтобы по потере кормильца, понимаете, еще организовала ей там больше миллиона выплаты за 1,5 года, что он почти за 2, что он был без вести пропавший. И тут вдруг Юля какое-то на нее непосильное влияние имеет. Ничего не сделала. Она мне такая спрашивает, это Юля, она меня тоже обманула, я случайным образом, я-то думала, что Лариса тут злодейка. Понимаете, у нас с Ларисой был личный конфликт, ну, как бы он так к ситуации не имеет отношения. А Юля тут с каких-то пор нарисовалась в урон, ничего не сделала для этой же Вали, но сейчас Валя ее как загипнотизированная, понимаете, слушает. Она каждое сообщение, каждое слово, каждый звонок с кем-либо отправляет ей. Она делает записи этих звонков, у нее установлено приложение, и отправляет ей, чтобы та слушала, анализировала, кто ей что говорит. Представляете, под какой она манипуляцией? Но только вот эта Валентина-то как не понимает, кто для нее что сделал. Мне как бы на остальное там плевать. Вы меня кинули на то, что было оговорено. Остальные там деньги меня не касаются. По поводу Ларисы тоже. Адвокатов, блядь, у тебя в детском доме была бы сейчас твоя дочка, не Юля бы, и пальцем бы не пошевелила. Она и не шевелила. Лариса все сделала. Теперь, блядь, Лариса злыдня, блядь, психушкой они ей угрожают, блядь, психушку они, понимаете. А зато Юля тут нарисовалась под деньги. Ну, я не знаю, у нас подозрение, что она ей какие-то психотропные либо сильнодействующие наркотические вещества потихоньку добавляет, потому что человек, ну, полностью в подчинении ее воли, понимаете, это ненормально, это как бы, ну, не делают, не поступают так с людьми, которые тебе сделали, организовали жизнь, тебе и твоему ребенку, не поступают так с людьми. То ли она сама настолько подлая и жадная, что вот так, ну, понимаете, она тут же на святом, она же мне телом этого пацана клялась, своего парня. Понимаете, ну, такого она любила его, я знаю точно, она любит свою эту девочку, чтобы так поступать с Ларисой. Она же не идиотка, она же понимает, что это благодаря Ларисе только все это организовано. И пенсия, и выплаты, и дочка из детского дома забрала. Понимаете, у него вообще в жизни пиздец был. Это Юля ни разу даже не приезжала, она не знала, как выглядит эта девочка, ее дочка. Она Ваню-то ни разу этого живого в глаза не видела. А та сейчас под ее подчинением, каждая-то копейку контролирует. Это такая вот жадность, как бы, я не понимаю, или подлость, я не знаю, пишите свое мнение. Я считаю, что я заработала эти деньги, это не важно, идти мне работать или не работать, это уже дело мое. Были оговоренности финансовые, и она должна была мне отдать эти деньги. Я их заработала, будем считать так, эти деньги, и мне не произвели оплату. Плюс за мамины похороны, вот она сидела недавно, поминала, у мамы было 2 апреля, день рождения, поминали они, но при этом она половину деньги за похорону маме, охранить маму, значит, отказалась финансово вкладываться, то есть это возврат денег половина, то, что я на похороны перевела, а значит, сидит она поминает. Ну, как вы считаете, это, ну, не лицемерие, не маразм? Маме нужна такие поминки? Я не думаю, что мама там явно не на их стороне. Но вот только вот я не понимаю одно, какое влияние вдруг Юля стала так на Валентину оказывать, понимаете? Я брату больному прилетела, сделала пенсию на мои деньги, ну, то есть вы сами знаете, там нет, тут ходила, рассказывала, с которой, ну, сводный старший брат, он маленько больной, ну, и, то есть, тяжело ему одному, если уже жил с мамой. Сейчас они, если раз в месяц позвонят ему, а что, блядь, 15 миллионов-то нет у него, что ему звонить? Можно кинуть его. Никто им не интересуется подавно. Сейчас мы с ним, правда, я с ним тоже поссорилась. Вот, несколько дней не звоню, а так я даже за границей. Ну, то есть я понимаю, человеку нужна поддержка, больше всего психологическая даже, а не финансовая. Человек всю жизнь жил с мамой, человек непростая, ну, по здоровью психологическая ситуация. Мне плевать всем, понимаете. Славку не жалко, Валю жалко, 15 миллионов нарисовались там. Ну она, вы понимаете, вот эта Валя, я не знаю, у кого, может быть, есть знакомые в органах, я не знаю, ребят, как-то, ну, чтобы вмешались, потому что, ну, я считаю, что, я так думаю, это мое субъективное мнение, что там что-то присутствует, какое-то вот, ну, обработка человека из-за денег, какие-то, ну, вот мошеннические действия со стороны Юли. Потому что ни один адекватный человек не будет настолько неблагодарным и просто, блядь, понимаете, содержать, блядь, сестру еще одну старшую, которая до этого даже не знала, как выглядит эта ее дочка. Уже не говоря про то, чтобы про какую-то помощь. Ни разу она ей не помогла. Когда она голодная сидела, блядь, с Ульянкой, ни разу. Они мне с Ванькой звонили, там, Кать, займи туда-сюда, когда-то я у них занимала.
там какие-то на праздниках, там что-то всегда старалась привезти, подарить, понимаете? А тут вдруг вот это вот нарисовалось, ребят. Ну, я жду ваших комментариев. И еще раз к вам просьба, если у кого-то, кто меня смотрит, может быть, сам работает в органах, или есть родственники, как-то вот, ну, вот эту вот ситуацию педалировать. Потому что тут реально ее сейчас обберут и все. А она, знаете, она, ну, как бы сама по здоровью так вот умрет и скажут, так и было. Случайно. По состоянию здоровья. Короче, пишите ваши комментарии.